Прожив немало лет и изучая японскую культуру, я пришел к одной простой истине. Мы живем в эпоху, когда спокойствие стало редкостью, почти роскошью. Посмотрите вокруг. Каждый день превращается в нескончаемый спор. В новостях кричат, на работе доказывают, в отношениях выясняют. Люди реагируют мгновенно, пишут сгоряча, не думая. Чем больше этого шума, тем меньше настоящей ясности остается в душах. Часть первая. Спокойствие как оружие самурая. 3 столетия назад японский самурай Ямамото Цунетомо написал трактат, который сегодня мог бы стать настольной книгой для каждого из нас. Он назвал его «Хагакуре» — «закрытое в листве». Это не просто кодекс воина, понимаете? Это руководство по внутреннему равновесию, о том, как оставаться спокойным, даже когда вокруг бушует настоящая буря человеческих страстей. Цунетомо не учил избегать конфликтов, нет, он учил жить так, чтобы внутри не было противоречий, даже если весь мир рушится у тебя на глазах. Он говорил просто и мудро: если человек теряет спокойствие, он уже проиграл. И это не пафосные слова, друзья мои, это настоящая стратегия выживания, потому что спокойствие — это не слабость, как думают многие, это форма власти над собой. Тот, кто владеет собой, владеет ситуацией, а тот, кто подчинен эмоциям, становится игрушкой в чужих руках. Для самурая спокойствие было не красивой фразой, а вопросом жизни и смерти. В поединке побеждал не тот, кто махал мечом быстрее, а тот, кто первым переставал быть рабом своих эмоций. Но присмотритесь, разве не то же самое происходит сегодня? Конфликты давно уже не на мечах. Теперь мы сражаемся в комментариях, в переговорах, в семейных разборках и проигрываем по тем же причинам, что и войны 300 лет назад, потому что теряем внутреннее равновесие. Современный человек живет в постоянной буре. Мы реагируем на все, на тон голоса, на взгляд, на чужое мнение. Каждый хочет быть правым, услышанным, понятым. И именно это делает нас уязвимыми, как младенцев без защиты. Цунетомо учил: истинное спокойствие не в том, чтобы ничего не чувствовать, а в том, чтобы не становиться своими чувствами. Вдумайтесь в эти слова. Ты можешь злиться, но не быть гневом. Можешь бояться, но не быть страхом. Можешь страдать, но не растворяться в страдании целиком. Он писал, что разум человека похож на поверхность воды. Когда вода взволнована, она отражает лишь искаженные формы, кривые тени, но стоит ей успокоиться, и в отражении появляется небо, звезды, истина. Современные психологи называют это эмоциональной дистанцией. А Цунетомо понял это задолго до науки, интуитивно, через практику жизни. Он знал: если хочешь действовать мудро, успокой волну внутри. Иначе любое твое слово, любое решение будут исходить не из тебя настоящего, а из твоей вспышки, из твоего гнева. Когда кто-то повышает голос, большинство людей делают то же самое. Когда тебя провоцируют, хочется ответить еще жестче. Но в этот момент ты уже не управляешь собой. Тобой управляет раздражение. Ты стал отражением чужого гнева, его марионеткой. Цунетомо советовал мудро: в такие моменты нужно остановиться. Не внешне, а внутренне. Он писал: если сердце не движется, враг теряет силу. И это универсальное правило на все времена. В споре, в ссоре, в переговорах тот, кто первым успокоился, тот и взял власть над ситуацией в свои руки. Мы думаем, что побеждают умные, но я скажу вам по опыту: чаще побеждают спокойные. Потому что ум без спокойствия превращается в тревогу, мечется, как птица в клетке. А спокойствие без ума — это равнодушие, пустота. Цунетомо нашел ту самую золотую середину между ними. Часть вторая. Видеть суть, а не форму конфликта. В Хагакуре Цунетомо писал: когда человек злится, он уже не видит истины. Он видит лишь свое отражение в пламени. Он понимал то, что многие так и не поймут за всю жизнь. Каждый конфликт — это зеркало. Ты не сражаешься с другим человеком на самом деле. Ты сражаешься с собственным непониманием, с тем, что внутри тебя самого требует доказательств, признания, победы любой ценой. Современные конфликты уже не дуэли на мечах,
но по сути те же самые поединки за право быть правым. Когда кто-то бросает вызов, спорит, унижает или пытается оскорбить тебя, ты реагируешь не на его слова. Ты реагируешь на свое внутреннее чувство угрозы. Ты защищаешь не правду, а свое эго, свой образ себя. Цунэтому предупреждал, строго: пока ты борешься за свое «я», ты теряешь душу воина. Он не говорил о религии, понимаете? Он говорил о внутреннем стержне, о способности быть собой, даже когда на тебя давят со всех сторон, когда весь мир против. Большинство людей вступает в конфликт, чтобы победить. Мудрый человек вступает в него, чтобы понять. Вот где настоящая разница. И здесь раскрывается одна из самых тонких идей Хагакура. Спокойствие — это не пассивность, не бегство от сражения. Это умение видеть поле боя шире, целиком, со всех сторон. Гнев сужает взгляд, как шоры на глазах лошади. Он делает тебя предсказуемым, механическим. А спокойствие, наоборот, расширяет видение. Современные примеры жизни. Ты приходишь на совещание, а кто-то начинает давить на тебя, провоцировать, показывать свою власть. Если ты отвечаешь тем же, ты уже проиграл. Ты стал частью сценария, который написал не ты, а он. Но если ты остаешься спокоен, если наблюдаешь не только за словами, но и за мотивами, что за ними стоят, ты начинаешь видеть игру целиком. Ты видишь, что этот человек боится, что он не уверен, что его агрессия — лишь маска. Это и есть второе мастерство Цунэтомо — предвидение через понимание природы человека. Он писал мудро: «Тот, кто знает сердце, знает исход боя еще до первого удара». Это не метафора, друзья мои, это стратегия жизни. Когда понимаешь, что злость — это страх в другом обличии, что крик — это бессилие, а оскорбление — лишь попытка удержать контроль, который уже ускользает, ты перестаешь воспринимать конфликт как нападение на тебя лично. Ты начинаешь видеть перед собой просто человека, который не справляется с самим собой. И тебе уже не хочется отвечать тем же, топить его еще глубже. Это не слабость, как могут подумать поверхностные люди. Это свобода. Потому что ты больше не заложник чужого состояния, чужих эмоций. Цунэтомо называл это внутренним зрением, способностью видеть за формой суть. И именно это внутреннее зрение дает настоящее спокойствие. Даже когда вокруг кипят страсти, когда мир словно сошел с ума. Он писал просто и ясно: кто видит ясно, тот не спешит. Кто понимает суть, тот не спорит. Цунэтомо также говорил о дыхании. Казалось бы, простая вещь, но в ней скрыта глубина. Когда дыхание спокойно, разум ясен. Когда дыхание сбито, душа путается. Для самурая дыхание было не просто физиологией, это была целая философия жизни. Он знал, тело всегда первым выдает то, что происходит в уме. Когда человек теряет самообладание, это видно еще до того, как он открыл рот. В его плечах, во взгляде, в дыхании. Современная наука спустя 3 столетия только подтвердила то, что Цунэтомо понял интуитивно, живя в свое суровое время. Дыхание напрямую связано с нервной системой. Оно может запустить тревогу или, наоборот, выравнивает, возвращает контроль над собой. Часть 3. Путь воина в современном мире. Цунэтомо говорил с глубоким пониманием: кто движим целью, тот не подвластен буре. Он видел то, что ускользает от большинства людей. Мы теряем себя не из-за боли, не из-за трудностей, а из-за отсутствия направления в жизни. Без цели любое слово задевает за живое, любая провокация выбивает из равновесия. Ты реагируешь на все, потому что не знаешь, зачем живешь, куда идешь. Самурай же не действовал спонтанно, под влиянием момента. Он действовал в соответствии со своим путем. Для Цунэтомо этот путь назывался «до». Путь воина, путь служения, путь внутренней честности перед собой и миром. Он писал мудро: когда цель ясна, решения просты. Когда путь не выбран, каждая мелочь становится препятствием. Мудрость здесь глубокая и простая одновременно. Если ты знаешь, ради чего идешь по жизни,
Ты не тратишь силы на то, чтобы доказывать что-то каждому встречному. Ты не споришь с глупцами. Ты не горишь на пустяках, которые завтра забудутся. Когда человек не знает своего направления, любое препятствие кажется атакой на него лично, заговором мира. Когда знает, это просто часть дороги, камень, который нужно обойти или перешагнуть. Современный пример из жизни. Ты идешь к своей цели, строишь проект, воспитываешь ребенка, растешь в своем деле, и кто-то тебя критикует, осуждает, провоцирует, пытается сбить с толку. И если твоя цель неустойчива, шатка, ты отвечаешь, оправдываешься, раздражаешься, теряешь сон. Но если твоя цель укоренилась глубоко в сердце, ты просто идешь дальше. Ты неравнодушен, ты настроен на волну большего смысла, который выше мелких разборок. Цунетомо называл это неделимым духом, состоянием, когда внутри нет раздвоения между «хочу» и «надо», когда действие естественно, потому что оно идет из глубокого понимания своей природы. Он писал: «Человек без цели живет в тени чужих эмоций. Цель — это якорь в бурном море. Когда ты знаешь, ради чего говоришь, споришь, действуешь, ты перестаешь реагировать на каждую мелочь, на каждый укол. Ты не подавляешь эмоции насильно. Ты просто ставишь их на службу своему делу. Это и есть зрелое спокойствие, о котором говорил старый самурай. Не безразличие холодное, а направленное присутствие. Ты не холоден к миру. Ты собран. Ты не избегаешь конфликтов трусливо. Ты выбираешь, в какие вступать, потому что понимаешь, где действительно стоит твое драгоценное внимание». Цунетомо описывал это так: «Лучше один удар по цели, чем 1000 по воздуху». Именно так он понимал настоящее действие, немного и хаотично, а метко и осмысленно. Не в порыве страсти, а в понимании сути. Ямамото Цунетомо часто повторял своим ученикам: «Воин не ищет боя, он просто готов к нему в любой момент». Эта фраза кажется о войне, о мечах и кровопролитии. Но нет, он говорил о внутреннем состоянии, которое невозможно поколебать извне, о человеке, который живет в мире с собой и потому не боится мира вокруг. Спокойствие у Цунетомо – это не настроение мимолетное и не умственный трюк, не самообман. Это результат практики жизни, ежедневного труда над собой. Оно рождается из 4 принципов, которые я вам рассказал. Тишина внутри, умение не становиться своими эмоциями целиком, понимание природы конфликта, видеть суть, а не только форму, дыхание и тело как опора для духа и цель выше эмоций, смысл которой делает тебя несокрушимым. Эти принципы не требуют меча, медитации в монастыре или отшельничества в горах. Они работают в обычной жизни, в офисе, в разговоре с близким человеком, в споре с чиновником, в страхе перед завтрашним днем. Цунетомо учил просто: настоящая сила не в нападении и не в защите, а в невозмутимости, которая делает любые атаки бессмысленными. Когда ты стоишь прочно, не из упрямства глупого, а из внутренней ясности, мир перестает быть полем боя. Он становится зеркалом твоего состояния, спокойным или бурным. Он писал мудро: если человек обрел покой, он уже победил. Мы привыкли считать победой момент, когда доказал свое, переиграл, выиграл спор, растоптал противника. Но Цунетомо говорил иначе, глубже. Победа — это когда ты не потерял себя, даже если вокруг все горит. Ты можешь уступить в словах, но сохранить достоинство. Можешь проиграть в споре формально, но не потерять уважение к себе. Можешь идти через хаос, но остаться центром тишины внутри. В Хагакура есть строчка, которая будто написана для нашего безумного времени. Когда все рушится, будь неподвижен, как гора. Когда ветер стихнет, иди дальше. Мы живем в эпоху, где каждый день проверяет нас на устойчивость. Словами, новостями, давлением, усталостью бесконечной. И именно здесь учение Цунетомо становится актуальным как никогда. Он не предлагал убегать от мира в пещеру. Он учил быть в нем, но не принадлежать его хаосу. Потому что миром управляют тот, кто управляет собой.
Это вечная истина. Спокойствие — это не побег от эмоций, не их подавление насильственное. Это форма силы, которая не требует доказательств и не кричит себе. Она просто есть, как солнце на небе. Когда ты перестаешь реагировать автоматически, ты начинаешь выбирать сознательно. Когда выбираешь, становишься свободным. А свобода, как писал Цунэтомо в конце жизни, не в том, чтобы идти куда хочешь, а в том, чтобы быть спокойным, куда бы ни шел. Оставаться спокойным не значит подавлять себя, превращаться в камень. Это значит понимать, все внешнее — лишь отражение внутреннего состояния. Если ты сохраняешь центр, мир вокруг выравнивается сам, как вода в сосуде находит свой уровень. Вот она, настоящая философия Ямамото Цунэтомо, которую я старался донести до вас. Тишина, которая сильнее грома, сила, которая не требует удара, победа, которая начинается с простого дыхания. За долгие годы изучения японской мудрости я понял одну простую вещь. Настоящее знание приходит не сразу. Оно требует возвращения к источнику снова и снова, как паломник возвращается к священной горе. Каждый раз ты видишь что-то новое, понимаешь глубже. Если то, о чем мы сегодня говорили, пришлось вам по душе, возможно, стоит остаться. Подписаться на этот канал, потому что путь самопознания долг, и хорошо идти по нему не в одиночку. Я буду продолжать делиться тем, что узнал от японских мудрецов, от жизни, от собственных ошибок и прозрений. Это еще один камень на дороге, еще одна ступень к пониманию себя и мира. Потому что мудрость, не переданная дальше, умирает вместе с человеком, а мудрость, разделенная, живет вечно. Спасибо, что были со мной сегодня. До новой встречи, друзья, и помните слова старого самурая. Спокойствие — это не то, что приходит к тебе. Это то, что ты взращиваешь в себе каждый день, каждым вдохом, каждым выбором. Идите с миром.